Всем привет! Сегодня расскажу про типы крепления оснастки на реноваторах. Какие они бывают, как они между собой переплетаются, какими переходниками лечатся и в каком случае с каким стоит покупать себе инструмент. Зачем это видео? Как выяснилось, даже среди моих знакомых хватает людей, кто задумывался о покупке мультитула, но увидев это, решали... Ну нахрен. Я надеюсь, после этого видео вопросов не останется. Все, которые когда-либо существовали, перечислять не буду. Только самые основные. Их 5 штук, из которых запомнить надо 2. Первый – это OQIS для большинства. Еще может называться универсальный. Я в дальнейшем так его и буду называть. И StarLock Plus. Это для тех, у кого есть деньги. Коротко проговорю то, что нужным не считаю. Так, первое. Посадка OIS. Из всех показанных она самая старая, оснастку к ней можно найти даже в магазинах типа Галамарт, Фикспрайс и так далее. На сегодняшний день осциллорезы с такой посадкой выпускаются только самые дешманские. Я такой никому не советую покупать. Гремит, трясется, а толку никакого. Просто выброшенные деньги. Лучше на них какой-нибудь хороший ручной инструмент купить, чем такой вибратор. Ну, это мое мнение, можете с ним поспорить в комментариях. Дальше. StarLock и StarLock Max. Что про них нужно знать? Воно тобі нахер не надо. Это самое основное. StarLock Max в дикой природе существует всего 6 особей, и все, кроме Макиты, начинаются от $500. Это только начинаются. За фистул можно и косарь отдать. А оснастку с посадочным StarLock Max я вообще в продаже не нашел. То есть даже купив его, оснастку вы все равно будете использовать StarLock. Это может быть целесообразно только в случае, если вам нужен самый мощный аппарат с самым большим углом колебания, тогда не факт, что нужно это видео. Дальше. Реноваторов с посадочным StarLock на сегодняшний день даже Bosch и Fine почти не выпускают. Оснастки StarLock полно, потому что она становится на все их виды, а инструмент производят с посадочным StarLock Plus. Вот его как раз-таки и можно рассматривать. Если вы хотите дорогой фирмовый инструмент и качественную расходку, то можно купить себе инструмент с посадочным StarLock Plus и оснастку типа StarLock, если вы готовы прилично вложиться. Если нет, то лучше универсальная. Я ее уже показывал в своем обзоре реноватора, ссылка, конечно же, в описании. Совместимость. Сейчас открывайте окна, я расчехляю таблицу. Погнали по порядку. На реноватор с посадкой OIS можно поставить оснастку OIS, OQIS, StarLock и StarLock Plus, если она с отверстиями. Если без отверстий, то не станет. Если посадка OQIS, на нее ставится только OQIS, и если патрон не быстросъемный, то есть тот, который надо шестигранником закручивать, то еще можно поставить OIS. Но это такое себе. На посадку StarLock становится StarLock и универсальные через переходники. На StarLock Plus становится, соответственно, StarLock Plus, StarLock и универсальные через переходники. На StarLock Max ставятся все StarLock'и и универсальные через переходники. Как это проектировали? Похоже, не я один решил с утреца накатить. Ладно, здоровья им там всем. Переходники. Чем-то ситуация здесь похожа на фистул с его центротеком. Если хотите поставить дешевую оснастку на дорогой инструмент, придется колхозить. Oh shit, here we go again. На любой из StarLock'ов можно поставить переходник, но какой зависит от того, как он фиксируется. Если это оригинальный бошевский StarLock, который просто защелкивается, то к нему нужен вот такой или такой переходник, к которому уже винтом прикручивается универсальная оснастка. Если это StarLock, сделанный как у Макиты и прочих со штифтом, то вам понадобится целый зоопарк этих переходников, и стальные, и напечатанные на 3D, и новый штифт, соответственно. Кто-то их вытачивает из конструкционных саморезов, другой умелец выточил из мебельного винта. За бугром есть даже заводские варианты. Но в любом случае придется заниматься вот этой анальной эквилибристикой. Все ссылки, если кому-то надо, пишите в комментариях, скину. А вот поставить на универсальный посадочный фланец оснастку StarLock не получится. Переходниками не лечится. Нет слов. С каким посадочным я бы рекомендовал покупать инструмент? Как я уже сказал, в большинстве случаев я рекомендую именно OQIS. Оснастка к нему бывает как дешевая, так и приличная. Плюс можно заказать всякую экзотику. Типа насадок для шлифования бетона, вырезания кругов, квадратов в гипсокартоне.
насадки для шлифования вогнутых и выпуклых поверхностей, 2- и 3-сторонние полотна, которые во все стороны пилят одинаково хреново, всякие чудо-ножи, лобзики, оснастку для расшивки швов на плитке и так далее. Изобретено всякого немерено, только сиди и разбирайся, что из этого на самом деле работает. А если же вы хотите фирмовый инструмент и лучшую расходку, то советую брать с посадочным Starlock Plus и покупать оснастку Starlock. Как-то так. Пишите, как вам видео в формате болтовня и картинки. Если хотите поддержать выход новых роликов, все в описании. Подписывайтесь, все остальные ютубные штуки. Всем удачи! Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться.